Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 36-й выпуск 4-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске доделал большой квест «Миротворческая миссия» для миротворца, добив необходимое количество диких на таможне в условленном снаряжении и оружии. На берегу в коттедже нашел и вынес золотое яйцо, закрыв квест «Красиво жить не запретишь», часть 1. И наконец-то с горем пополам доделал квест с ЧВК на берегу «Каратель», часть 4 для прапора. Выпуск поддержали финансово Алёха Лещенко, Фред, Колясик, Ярослав, Болгарский перец, Сергей Михайлович, Алекс Краб, Двоемер, УЕ6АК, Элвин Красноярск, Ломоносов, Сергей, Дима, Илья Лето, Агапыч, Дэвид Харлейсон и Захар. Большое спасибо. Как и всегда, ваша щедрая поддержка мотивирует. Будьте здоровы. Привет, Болгарии, город Варна. Соседи теперь, получается. Арену, безусловно, попробую. А так, надеюсь, арена впитает в себя много жаждущих только ПВП игроков, которые выкашивают сервера, не давая лутакам спокойно диких покошмарить. Можно и на заводе карателя очередного делать, так даже быстрее будет. А можно и с болтовкой полазить на больших локациях. Это тоже весело, как по мне. Привет, Башкирии. Диса сломался, провалялся в выходные, поэтому не было выпуска в понедельник. Олег, привет от нас с Агапычем. Салям, Захар. Хорошего отдыха. Жму руку всем за добрые пожелания и материальную поддержку. Приятного просмотра. Ну, с днем рождения, что ли? Моя любимая игра. Подгоняет тут нам обмыть это дело. И вкусняшки, и волыну, говорит, и биткоин. Получите, распишитесь. Так, ящик диких тут что-то пригнал мне. Опачки. От проходной, 203, силовой, процессорный кулер, реле контроля фаз. Хлам. И в убежище в верстаке я еще поставил на производство автомата К-74Н. Это мне нужно будет для подзадачи карателя части 5. Это надо будет идти к прапору и сдавать АК сюда. Мне остается только убить ЧВК, одевшись в бронежилет Пака и шлем 6Б47. 10 штук надо настрелять. Терапевт просит найти и передать 2 банки газировки Таркола и банку зеленого горошка. Интересно. Сегодня на повестке дня у меня будет 2 квеста. Первый — это врачебная тайна. Часть 5. Мне нужно на ночном заводе заложить 3 синих пороха. И для лыжника это будет реагент, часть 3. Найти шприц с реагентом там же на заводе. 2 квеста есть у меня на заводе, поэтому я вырядился просто сумасшедший какой-то гир, который я никогда не использовал. Алтын, Багарий 5 класса, бронеразгруз. Ну и мутант МК-47, это, по-моему, там трофей какой-то я то ли с рейда вытащил, то ли что-то в этом духе. Немножко его тут модифицировал, насколько смог. В общем, сегодня вылазка на завод. Так, нам надо будет 3 коршуна по 35 тысяч за штуку. Ничего себе цены, кусаются как. Такое ощущение, как будто все начинают тот же самый квест делать, что и я. Поехали, страхуем свое добро, красивое, прекрасное, счастливое. Страховочка в 100 плюс 1000 мне встает неплохо. Ну ладно, погнали на завод. Моя задача на заводе просто заложить порох, забрать реагент для лыжника и покинуть локацию. Так. О, есть у меня, оказывается, бейсбол. Я еще загружаюсь и думаю, есть ли у меня бейсбол там или нет. Ага, слышу, кто-то крадется, короче. Браво. Больше всего, чего я боялся встретить на заводе, так это какого-нибудь дробашиста на флешетах, который будет стрелять там по ногам, рукам и так далее. Так их еще и 2 вышло там. Да, меня с флешеты срезали просто. Багарий, сука. Багарий. Так, Багарий, ты чё меня подводишь-то так? Блин, грудь, живот, вроде бы есть защита, блин, вроде бы сталь баллистическая, 5 класс брони, флешета вообще не должна его пробивать. Это настолько меня заброневая травма уничтожила просто. А вообще я молодец, я вышел даже не на тот завод, который мне нужно было. Мне нужно же было пойти на ночной завод, а я пошел на дневной завод. Кто молодец? Я молодец. Мне нужно пойти на завод в ночное время обязательно, застрахуем это все Борохлидзе и пробуем еще раз выгрузиться. Ну что, первый блин комом. Сейчас будем посмотреть, что у нас дальше будет получаться или не будет получаться. Ух, есть фонарик. Я думал, я его не взял. Ё-моё. Все, вкалываем, пропитал, как примет. Он ЧВК застрелил. Бывает, что.
Ну, вот так вот они, дикие, агрятся на этих самых. На ЧВК, которые голышом выходят с топором. Дикие сразу на них агрятся. На что он рассчитывал с топором, я понятия не имею. Тут не то, чтобы просто выбежать, проскочить мимо ЧВК. Сложно. Тут еще и дикие сразу щемить начнут. Такой юмор. Это помещение мне нужно. Закрываем. Забираем реагент. И вот тут можно заложить. Все. Сидим, закладываем с кайфом. Зашибись. Здесь даже выходить не нужно с локации, но прикол в том, что мне надо реагент вынести. Так что мне по-любому придется выходить. Чтоб с пустыми руками не выходить. О, торкола по дейлику. Посмотрим тут быстренько. Сейф. Коте, который мне некуда примастырить. Ну, в принципе, мне и не нужен, я уже их сдал. Вот тебе. Только, короче... Ключ ТЗС. Ладно, пойдем на выход тогда. Пробежки у меня уже в любом случае не будет. Я и на локации долго пробыл. Еще и дикого одного подстрелить удалось, так что по лоту там кое-что. Пробежки точно не будет. Ну что, неплохо. Пару квестов за один рейд короткий. Это приятно, конечно. Цена вопроса 5 минут времени. Жалко, что я первый гир так жестко слил, вообще бездарно, что я вышел вообще не в нужное время на локацию. И вот как-то так, в общем, получилось. Итак, врачебная тайна, часть 5 завершена, квест выполнен, порох мы заложили. И награда очень даже вкусная. Кейс для медикаментов с галочкой. Мы его можем продать на барахолке. Реагент, часть 3 закрываем. Нашли шприц с реагентом на заводе, передаем его и закрываем также квест. Реагент, часть 4, квест подъезжает, по которому мне нужно будет на таможне пометить маркером «Газель», и с этим квестом ко мне подходят также еще терапевт, получается, да, простое любопытство, и прапорщик с квестом «Большой заказчик». Сразу скажу заранее, что по классике я буду, после того, как помечу эту самую «Газель», я сдам этот квест лыжнику. Плюс он выдает витамины, часть 1 квест, поэтому квесту мне нужно будет на развязке забрать 2 контейнера химических и 1 на берегу. В 112 на берегу он находится, на развязке Мантис магазин и МЧС закрытая, но у меня ключ уже есть. Следующий квест, которым хочу заняться, это бункер, часть 2. Мне необходимо найти все гермозатворы, ведущие в бункер. Это госпиталь, учебный корпус, 2 казармы и штаб. Также есть квест медицинский журнал. Мне нужно будет найти 2 папки, что ли. Да, 2 журнала найти. Но мне надо будет РБ-КСМ и РБ-СМП 2 ключа. РБ-КСМ у меня есть, а РБ-СМП надо посмотреть на барахолке. СМП получается. Так. Ну, 340-350 тысяч за ключ квестовый. В принципе, давай возьмем, чего бы нет. Один этот ключ — это один рейд за дикого куда-нибудь. А так, основной задачей это будет в медблоке пошариться, забрать эти журналы для терапевта и в бункере спуститься по бункеру, походить, все выходы проверить. Опачки. О, ну не дурно. Правда, спавны, конечно, тут надо будет поначалу пробежать по прямой, по открытой. Это немножко грустно выглядит. Есть, короче, 2 варианта выполнения этого квеста бункер. Один более безопасный, но долгий. То есть, наоборот, более безопасный, но
Нет, долгий все-таки, потому что мне надо будет обходить с каждого здания, спускаться до затвора, гермозатвора и возвращаться. Либо спуститься прямо внутрь, вниз. И оттуда все это дело проверять. Ну там, сами знаете, ПВП сплошняком, рейдеры, прочие прелести. Так, это первое помещение, где-то тут. Вот он, журнал. Тут же адреналяшечка и вкусняхи всякие. Нормально. Адреналин. Блин, его бы... Ну ладно. Так, забрали. Это у нас был кабинет врача. Следующее помещение тут находится, да? Вот это склад медикаментов, кажется. Вот тут второй журнал. Вот он между шкафов. Отлично. Ну и, конечно, медицина тут неплохо, так можно подковырять. Медицина имеется, все нормально. Солеву назначим. Ладно, полдела забрать эти папки. Надо же их еще вынести. Оружие у меня хорошее, снаряжение 5 класс. Бронеразгруз, поэтому я предлагаю спуститься вниз и работать снизу, попробовать. Надеюсь, что у меня все получится. Только вот обезбола я не взял. Вот это вот я молодец, конечно. Так, второй. Пока ничего активировать, включать не буду. Так, вот здесь я не помню где. А, вот он, кажется. Точно. Третий. Потому что если я дерну рычаг, то могут появиться рейдеры. Они мне могут проблем создать. Моя задача тут тихо, спокойно, мирно. Выяснить эти все выходы. Найти. И все. Так, это 4-й. А 5-й могу я вот так проскочить просто, а? Не помню. Так, это того же здания, получается, да? Да. Там же по 2 входа в бункер. Ага, там же есть что-то. Оно? По-моему, оно. Так. Вроде как 5. Давай посмотрим. Так, текущие задачи. Нет, не каратель, мокрая, коллеги, кровь. Давай по локации попробуем. А жрать бы, конечно, не помешало. Ага, понятно, это дикий экос там вообще. Ну где-то бункер. Вот бункер 2. Выжить, выйти с локации нужно мне.
Там уже кто-то выехал в мою сторону. А вот я могу под грузовиком... Не надо, не стреляй. Через эту самую. Через люк. Придется скинуть мешок. Лута у меня не так много, и он весь помещается у меня в разгрузку. По карманам. Угу. Слышишь, да, наяривают? Глушеные где-то. Походу за мной погоня там. Блин, твою мать. Багарис. Выбрал я ближайший выход, который у меня был, и ошибся с выходом. Мне не повезло, меня сняли в голову при попытке свалить через люк. Оставалось несколько секунд, но вы видели, что произошло. Такое бывает. Возьму теперь Калашникова автомата К-74Н. Давно я его не брал в руки. Хорошая рабочая машинка для джентльмена, так сказать. Но и не в плохом таком обвесе. Большой разгруз Альфа возьму, потому что я на такой калаш обычно использую магазины на 45 патронов. Вот такие вот. Что там у меня по патронам? БСки. Пойдет сюда их. Иду еще раз за ЧВК, туда же на резерв. Так, 17. Дневное время можно. А мне, в принципе, можно и ночное время, так как я не собираюсь туда на поверхности долго бегать. Мне даже это, наверное, на руку будет. Что-то я сразу не подумал по этому поводу. Мне нужно будет бункеры еще раз и медблок. Даже я думаю, что утреннее, раннеутреннее время, когда не особо светло, мне больше подойдет. Так, это я где? На чупике? Ё-моё, я вообще на чупике наверху. Окей. Окей. Самый удобный спаун был на той стороне возле медблока. Самый удобный был там спаун. Ладно, погнали. Буду придерживаться, короче, примерно того же самого маршрута, когда выйду. Или можно будет тут спуститься, слушай. А давай прям тут и начнем спускаться. Капец, объекты прогружаются. С какой-то удивительной тактикой. Вкалываю пропитал, как при медицину. И погнали. Если все пойдет хорошо... Так, а где тут вход? Вот тут же. Если все пойдет по плану, то я вынырну из бункера примерно либо на медблоке, и с медблока потом двину в сторону КПП. Так. Один нашел. Это не то. А вот он, второй нашел. А, темновато. Через низ, наверное, пофиг. Пойдем. Фонарик имеем. Так. Ну давай. Эй, я не туда пришел. Вот он. Так, третий. И опять же через низ. Блин, так гораздо быстрее. Раньше я
Вообще ходил по поверхности. А, кто-то наверху по кустам. Я слышу в бункере кусты. Весело. Тогда быренько смотрим. Так, 4. Все, и медблок 5. Медблок тут за водой у нас. Готово. Правильно я понимаю? Да, все правильно я понимаю. А, военный хабар РБСТ еще можно будет посмотреть на обратном пути. Нифига, у меня на резерве-то в натуре куча целых квестов. Так-то. Аугументин. Наверное, вообще не видно ничего там. Витаминки. Употребляйте витаминки. Пейте чай с лимоном горячий. Не простывайте, как это сделал я. Подпитывайте свой организм. И будьте здоровы. Ладно, пойдем смотреть, что там по папкам. Нормально, закрыто. И по кустам шарится кто угодно там мог. Журнал еще раз забираем. 2. Тут же морфий. Там и дикий мог спокойно лазить. Так, это от тяжелого. О, вот это хорошая штука. Так. Хирургия. Ну и самое главное, зачем я здесь? Журнал номер 1. Ну, вроде как получилось. Вышел я ранним утром, поэтому сейчас будет уже темнеть. Ой, наоборот, светать. Очень хочется надеяться, что там никто не будет кемпедрить наверху. А я хочу попробовать проникнуть в РБСТ. В гаражи. Забрать еще квестовый предмет один. Попробуем. Пока мешок не выкидываю, на случай, если вдруг там танковый аккумулятор окажется. А, тут кто-то есть. Дикий, скорее всего. Что за хрен побежал там? Тоже дикий, скорее всего. Я так думаю. Привлек вообще ненужное абсолютно внимание мне. Ну ладно. Это справа там дикий был. Вот она, решетчатая дверь РБСТ. Она нам и нужна. Открывай. Ладно, закрывать не будем. Поехали. Поглядим. Что-то интересного.
Неужели дикий? Что-то такое ощущение, что он вообще по крыше где-то ходит. О, прикольно. Фара. Метка опять слетела. Какого-то фига. Пока, в общем, все идет по плану. Где-то тут в ящике. А вот она. Бам. Есть. Ну и тут всякое, в общем, разное интересное. Чё тогда? Я предлагаю домой чесать. Рюкзак здесь оставим диким на радость. Челоботом. Дверь закрывать не буду. Пусть полутаются, да? Для братьев наших меньших. Я думал, что за фигня? Только ноги какие-то висят. Слился с местностью. У куртехи посмотрим с сумочкой. Давай меченку, я погнал. Хорош. Ну чё, пацанчики? Пробуем еще раз. Как он мне в темечко в прошлый раз зарядил? Откуда он стрелял? А, он, наверное, оттуда стрелял, да? Примерно. Типа мансуешь такой, чик-фук, все, я вышел. Хорошая мысля, как говорится, приходит опосля, что на заводе я не с первого раза получилось сделать, там, чуть не додумал, и то же самое и здесь, на резерве получилось, да, со второго раза, только со второй попытки. Да, еще и староканил, фары, решетку целую, витаминки и прочие прелести, которые мы чуть-чуть продадим. Бункер, часть вторая, квест мы завершили. Все гермозатворы, ведущие в бункер, мы нашли. Ренегатам тут не место, квест он мне выдает. Вот теперь нужно убить рейдеров в подземном штабе резерва 5, и для того, чтобы их там найти, нужно рычаг этот включения, подачи питания дернуть. Тогда рейдеры спавнятся вокруг этого бункера примерно, и там же внизу можно будет сделать все эти грязные дела. Егерь каким-то поворотом мне дает теперь квест «Путь охотника-стиратель», часть 1, видимо, после выполнения квеста «Бункер», да, для прапора. Найти и убить глухаря, он дает такое задание. Медицинский журнал, давно я уже этот квест принял от терапевта, и вот только сейчас руки до него дошли. Оба журнала я вынес и передаю терапевту, и завершаю квест. И военный хабар квест получилось сделать, потому что локация выглядела спокойной, по крайней мере. Зашли, без проблем забрали нужный предмет и вынесли с локации. Теперь он выдает квест «Черный выход». Мне нужно найти обесточенный секретный выход на резерве. Давай немножко еще подколымем лояльности у терапевта и опыта форманем. Я предлагаю за дикого сгонять на развязку и зацепить там тарколу и банку зеленого горошка. О, нифига себе, меня прям в идее, в общем, заспавнило. Ну давай тогда поглядим здесь в офисе идеи. Ой, во времени-то кот наплакал. Сгулькин этот самый. Нос. Да нет, нифига тут никакой присадки. Мне, в общем, присадку можно посмотреть, просто надеясь хотя бы на рандом какой-то спауна, да? Попробовать посмотреть в сумках. Что ли? А вообще-то, как времени у меня нет практически. Нафиг я тут трусь, да? Давай пойдем, наверное, сразу поищем. То, что нам нужно. Одна таркола и одна банка горошка мне нужна всего лишь навсего.
Вот здесь налево. И вот здесь на полочках мы сейчас порыскаем. То, что нам надо. Да, есть кое-что какие-то там. Я вижу, вроде баночки, скляночки какие-то лежат. Я думаю, что можно найти. Тушняк. Икра. Ну и чё, тут есть-то нет? Это свои, мне кажется, там бегут. Блин, все есть. То, что... А, вот торкола есть. Один. И горошек. Вон он, кажется. Нет, это не горошек. Не горошек. Нет горошка. Блин, правда, нет гороха. Тушенки море просто. И высокой, и низкой. Сельпо там, прапор, да? Вон тебе и такое, и сякое есть. И селедка. И сайра, и чай. Блин, серьезно? Ё-моё, испугал. Тогда я посмотрю еще эту самую. Ну, биткоин заберу, как всегда. Страшные звуки. Не бейте, дяденька. Кто-то тут крутится, по-моему. Так, где мой биткоин? Биткоин. Хочу насобирать, короче, биткоинов. Это еще потом я оружейник начну делать. Там в награду кое-где будут выдавать биткоины. Я хочу собрать 10, по-моему, там надо биткоинов. И бартернуть их на оружейный кейс. То ли оружейный, там, по-моему, оружейный кейс. То ли вещевой. А нет, по-моему, оружейный. Так-то биткоины нигде не купить, ничего, их только если майнить. Ну, либо в награду вот так вот получить просто. Ушел несолоно хлебавший, короче. Одна только баночка торколы. И больше ничего. Что мне нужно? Ладно, погнали тогда домой. Что тут ловить? Да горошка нет, братан? Hello, bro. I'm friendly. Hello. Sorry, I don't have microphone and M's phone now. Ладно, я один хер не знаю, как будет по-английски горошек. Так можно было бы спросить. Не спросить, а поинтересоваться. Как же горошек бы? Блин, я же знал. Ё-моё, вот память-то стала, а? Ничего не помню. Горошек консервированный. А пофиг даже, если застрелят. Пофиг.
Сегодня с вами мы поговорим о смехе. И не просто о смехе, а о таком неуместном смехе. Ну я как бы не просил, чтобы меня стреляли. Я просто сказал, что мне пофиг. Ну ладно, что, застрелили, так застрелили. Я как будто предчувствовал вот эту вот ситуацию, ей-богу. Подъехали новые квесты. Идеальный переговорщик от прапора. Это достичь 4-го уровня лояльности у всех торговцев. Оружейный кейс большой он мне даст. Частная клиника от терапевта. Здесь у меня уже приготовлены LED-X и один офтальмоскоп. Сюда офтальмоскоп, сюда один LED-X. Вот, отлично. Самое вкусное здесь это кейс для вещей. Сик-контейнер большой. Сейчас освободим место в схроне. И теперь доступен квест служба дезинфекции. Большой квест с убийством 40 диких на локации развязка на короткой дистанции меньше 60 метров. Но при этом нужно будет надеть на персонажа либо респиратор, либо противогаз. Условленное, в общем, снаряжение. Механик выдает квест импорт, поэтому квесту у меня Airfit уже лежит на складе. Там за квест какой-то я его получил. И мне нужно будет сварить твердотельный накопитель VPX, либо найти его в рейде. Во, какая красота. Смотри, как все компактненько разместилось. И у меня куча целая свободная теперь в схроне места. Вот поэтому дальше 2-го уровня схрона я не вижу смысла его вообще прокачивать. Предлагаю еще раз спуститься в бункер. Посмотрим, что у нас там по времени в бункере на резерве. Так, 10:22. Да можно даже, я думаю, ночью спокойно вообще туда отправиться. Будем пытаться, знаешь, что сделать? Убить рейдеров. И затем попытаться выйти через D2. Таким образом я обнаружу этот самый выход, который на D2 обесточенный. Дай угадаю. Нет, не угадал. А, я за казармами, да? Ладно, я тогда отправляюсь сразу же вниз. Опачки. А, тут не открывает. А, подожди. Я настолько не знаю локацию, что я вообще ничего не знаю тут. Все, то, что надо. Вроде никого. Сразу идем. Или пан, или пропал. Даем питание. Так, питание есть, звуков не слышу. Блин. Ладно. Ищем, значит. О, они с той стороны. А, вот они. Ублюдки прямо! Вижу уебище! Вон он. Бандит прямо! Место Ну, поехали. пожаловали. Жени прямо! О, еще один. Это уже ЧВК был.
кажется. Мне надо докинуться. По-любому. Ого, гжелька в 0. Так, понятно. Бро, ты что, тоже без броника? Бронеразгруз. Есть. Тут тоже готов. Так, быстро броня нужна. Ну. Отлично, есть броня. Все, надо мне загаситься, короче, и докинуть патроны. Там долечиться, по-моему. А, нет. Пропитал, вылечил. Все хорошо. Так, вот это вот мне пригодится. Че по патронам у тебя, братёня? ПСки? Ладно, не пригодится, пошутил. Ну, доставай, что ты? Стеснаешься, что ли? Фонарик? А нет, ни о чем фонарик. Тоже ПСки не пойдет. Тут что у нас? Ого, иголки целые. Сейчас один момент. Все, мискузи. Отвлекли децл. Не вовремя. Где-то наушники я еще видел. Вот они. 105-й калашик. Сюда, чтобы можно было сложить его. Вот так вот. Магазины шестидесятники. 100 лет их не видел. Такой же, как у меня автомат примерно. А, нет, это по дереву на втором же этаже, скорее всего, да, топают? Такое тоже, да, бывает? Насколько это законно? Так, ладно, я чем дольше тут сижу, тем больше я бед сейчас привлеку на себя. Надо быстренько расхватывать, что тут у меня получается забрать, да?
Так, получится у меня вот это забрать, получается. Вот так. Это сюда. Это можно будет выкинуть. Его мешок себе забрать. Вот так приблизительно. Все, я готов идти на выход. Иду крайне медленно, 60 килограмм вешу. Но я никуда не тороплюсь, время у меня, в принципе, есть. 1, 2, 3. 3 рейдера, 4 там еще лежит. А, я 4-го же не посмотрел. А, нет, я его лутанул. Блин, тяжеловато мне, конечно, будет теперь перебираться. А, у него я тут не все посмотрел, слушай. Сюда. Еще тяжелее теперь. Да. Будет очень медленно, скорее всего, долго. Но я думаю, что оно того стоит. 105-й калашик я выброшу, пожалуй. У него и состояние не алё, и тут всякие эти железки не очень. Только вот это вот можно будет забрать, магазин большой. Вот, 58, уже полегче будет немного. Стоим, ждем. Пока выносливость наберется. Такими короткими перебежками действуем. Ну, я почти на выходе, в общем-то. Если меня никто не кимпидрнет, тут на выходе прям. Это у меня получится выйти однозначно. О! Ворон лежит. Грустный, ждет меня. Сейчас топливная присадка, прикинь, какое будет счастье. Нет, не будет. Бам, болты мне. Нормально. Болт те ржавый, говорят. Я думал, ключи там найти какие-нибудь. А не болт ржавый. Все, я нашел. Подзадача есть. Надо, скорее всего, выжить, выйти с локации. Ну, я по-любому уже домой собрался идти, так что нам по пути, Тарков. Вот это хороший рейд был сейчас. Хорошо получилось по рейдерам пострелять. Около 18 минут ушло на рейд, около 6000 опыта, 4 рейдера получилось убить, одного юсека и одного дикого через дверь, который у меня, честно говоря, очень испугал. В итоге профит получился порядка 500 000, 550 тысяч с чем-то там. Вполне себе неплохо, учитывая то, что я еще много каких предметов оставил для себя в схроне. Черный выход для механика квест могу закрывать, помимо того, что нужно было найти этот обесточенный секретный выход. Потом еще активируется подзадача выжить и выйти с локации.
через этот же выход. Так что хорошо, что я там все включил, запланировав выход как раз через D2. Дикие что-то притащили там, пока все это происходило. Ну, что-то дикие отказываются нормальные вещи тащить. Все, на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Большое спасибо за вашу поддержку, за пальцы вверх и ваши комментарии. Всем отличного настроения, мирного неба, берегите себя. Всем приятной игры. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.